Американский президент жестко прошелся по Путину. Трамп готов использовать секретное оружие. Что это и почему раньше о нем никто не знал? Разведка бьет тревогу. Москва договорилась, и на украинскую территорию отправится армия другой страны. Уже в этом месяце они могут вступить на украинскую землю. Шахеды больше не угроза. Силы обороны нашли управу и на них. Новейшая разработка может стать спасением от массированных атак? ЧВК «Вагнер» в Финляндии. Вторжение, диверсия или побег? Шпионы или предатели? И кто их послал? Торговля людьми и сексуальные преступления вплетаются в события в Белом доме. Тайны мертвого миллиардера грозят увольнением для верхушки ФБР. Что произошло, обо всех деталях расскажем. Свое мясо закончилось, воюющая страна начала скрытую мобилизацию за границей просто через объявление. Как не попасться и случайно не уехать на фронт? Самые главные новости воскресного утра 13 июля. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Громкое заявление и тишина в ответ. Трамп неожиданно прошелся по Путину, но Украина все еще ждет помощи. И дальше слов ничего. Об этом пишет Financial Times. Американские эксперты не спешат радоваться. Администрация вроде бы близка к новым шагам, но конкретики ноль. Ни санкций, ни рванувшей поддержки Украине. Все на уровне разговоров. Это предупредительный выстрел в адрес России и Путина. Но это не означает, что США внезапно станут большим союзником и сторонником Украины или будут играть более значительную роль, чем раньше. В Европе тоже не обольщаются. Новая риторика Трампа вызвала легкий оптимизм, но все понимают, реальных изменений пока нет. Позиция Белого дома все еще расплывчата. А вот по версии The Telegraph настоящий удар Трампа может быть гораздо тише, но опаснее. Обозреватель Ребекка Кофлер говорит, у президента США есть фигура, которая может сделать Кремль уязвимым. Это министр финансов Скотт Бессент. Его называют человеком с нестандартным мышлением и хищным чутьем на слабые места противника. Талантливый делец с Уолл-стрит, он стал ключевой фигурой в торговой войне Трампа с Китаем. Теперь главный вопрос, что именно задумал Трамп и где он собирается ударить? Да и собирается ли вообще? Как думаете вы? Не забудьте написать свое мнение в комментариях. Дело Джеффри Эпштейна снова всплывает и бьет по американскому руководству. Американская элита снова дрожит от имени якобы умершего в 2019 году в тюрьме американского финансиста. Теперь не из-за новых разоблачений, а из-за внутренней войны в верхах. Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино всерьез подумывает об отставке на фоне конфликта с Министерством юстиции США. Об этом пишет CNN. Причина – неофициальный слив информации по делу Эпштейна, который снова всплыл в медиапространстве. В опубликованной статье утверждается, что ФБР требовало больше данных по расследованию, но Минюст отказал. Этот отказ вызвал бурю за закрытыми дверями. По данным источников, генеральный прокурор обвинила замдиректора ФБР в утечке. Сам Бонджино отрицает, что передавал какие-либо материалы журналистам, но давление усиливается. Он уже дал понять окружению, что может уйти, и это будет на самом деле громкий знак. Фигурант все тот же Джеффри Эпштейн, финансист-миллиардер, осужденный за торговлю несовершеннолетними, найден мертвым в камере в 2019 году. Вокруг его имени мощный ореол недосказанности и тысячи спекуляций. Связи от Билла Клинтона до британской короны. Илон Маск тоже подбрасывает время от времени новые камни. В соцсетях он намекнул, что президент Дональд Трамп тоже фигурирует в делах Эпштейна. Позже пост он удалил, но резонанс уже пошел по цепочке. Что скрывает дело Эпштейна и кого оно может утопить теперь? Возможно, мы с вами об этом скоро узнаем. Ну или опять замнут. Как думаете? Не забывайте написать свое мнение под этим видео в комментариях. Похоже, это не просто слухи. Северокорейские солдаты могут оказаться на поле боя в Украине, и Кремль уже не скрывает этого. Глава МИД РФ Сергей Лавров фактически подтвердил, отправка войск из КНДР – инициатива Ким Чен Ына, и Москва не нашла причин отказываться. Вы знаете, мы реагировали на предложение
руководителя КНДР, председателя государственных дел. У нас не было каких-то причин отказываться от этого искреннего проявления солидарности. И исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве. После встречи с Ким Чен Ыном Лавров дал понять, Пхеньян сам решает, как выполнять стратегическое партнерство с Россией. А в нем, напомним, есть прямая оговорка о взаимной военной помощи. Ну и памятник пообещал Лавров тем боевикам КНДР, которые воевали на Курщине. Почему нет? Южнокорейская разведка уже бьет тревогу. По ее данным, бойцы КНДР могут появиться в Украине уже в июле или в августе этого года. Да, весной Северная Корея направила более 11 тысяч военных в Россию. Более 4 тысяч из них были убиты или ранены в боях с ВСУ на территории Курской области. Это подтвердили и Москва, и Пхеньян. Но нет подтверждения тому, что армия КНДР действительно воевала на украинской территории. Пока одни страны обсуждают санкции, другие перебрасывают пехоту, а Северная Корея, помимо людей, продолжает поставлять России боеприпасы в обмен технологий для ракет и спутников. Шантаж прямо внутри Евросоюза. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил: страна не поддержит новый пакет санкций против России, пока не получит железные гарантии, что не останется без газа и не потеряет деньги на транзите. Словакия требует от Еврокомиссии и партнеров политических обещаний. Никто не хочет, чтобы все энергетическое бремя легло только на Братиславу. По словам Фицо, переговоры идут, но многое еще не решено. Если во вторник мы решим поддержать 18-й пакет санкций, это будет при условии, что мы хотя бы о чем-то договорились. Эту борьбу, дамы и господа, нельзя выиграть со счетом 100-0. Мы хотим получить политические обязательства, гарантии от партнеров и Еврокомиссии, что эта проблема не останется только на плечах Словакии, и что она станет общеевропейской проблемой. Главная претензия – план Евросоюза полностью отказаться от российского газа к 2028 году. Словакия уверена, это приведет к дефициту, росту цен и судебным искам со стороны «Газпрома». Фицо пошел ва-банк, связал санкции и газ в один пакет. Пока его условия не примут, вето на 18-й пакет санкций. Брюссель предлагает компромисс, потолок цен на нефть в $45 за баррель, но все упирается в единогласие, а без Словакии ни шагу вперед. Тревожная и странная история. На финской границе поймали боевика ЧВК «Вагнер», который пробрался в Финляндию через лес и попросил убежища. Я боец 433-го полка. Мой позывной Каннелло. Недавно мы освобождали город Селидово. Ранее он светился на пропагандистских каналах, восхваляя свое участие в войне. И видео с ним вы точно видели. Пошли планомерно работать каждый дом, каждый сарайчик. Все вычищали. На нашем южном направлении достаточно противника было. Очень достаточно. Мы даже подбили один Рошель. Взяли пленных. Вот 2 пленных взяли. Что научили меня боевые товарищи. Все, сначала воевал там. При освобождении Курдюмовки, Клещеевки, Андреевки, Попасная. Вот в Бахмуте. Но с осени 24-го он исчез, а в феврале 25-го внезапно появился в сети и начал резко критиковать российское командование. Бывший боец ЧВК «Вагнер». Мужчину зовут Евгений, он пересек границу в районе Вилли-Ваара. Там нет забора, только лес и датчики. И именно они его и засекли. А тем временем в Беларуси набирают армию наемников для отправки на войну. Все это делается через Telegram. Выглядит как обычная вакансия. Высокая зарплата, питание, проживание, бонусы. Но за этими словами окопы, фронт и кровь. В белорусских телеграм-каналах начали появляться странные объявления. Россия срочно ищет добровольцев для войны. Сообщения с одинаковым текстом заполонили каналы вроде «Работа в Бресте» и «Работа в Пинске». Все оформлено просто и без лишних деталей. Контракт с Минобороны РФ, проезд бесплатно, оформление быстрое, здоровье хорошее, и ты обязательно подойдешь. Отправка через военкомат Самары из любого региона. Проезд, проживание, 3-разовое питание – все бесплатно. Официальное оформление. Ваша карта защищена. Плюсом идет бронь на работу.
Все стандартные льготы от государства, как для военнослужащих, на жилье, здоровье, образование и так далее. А теперь к цифрам. 2,8 миллиона рублей сразу за подписание контракта, потом по 210-320 тысяч в месяц, а за год более 5 миллионов рублей. Но главное не суммы, главное кто и зачем рассылает такие вакансии. Почему именно сейчас и именно в Беларуси? Это скрытая мобилизация или вербовка на мясо? Как думаете вы? Не забывайте написать в комментариях свое видение. Спасение от дронов. Практически гарантированное уничтожение. В ВСУ представили новую версию убийцы иранских шахедов, которые использует Россия в атаках по мирным городам. Силы обороны Украины опубликовали редкие кадры боевой работы немецкой зенитной системы Skynex. На видео она с точностью ювелира уничтожает российские дроны «Камикадзе». Где и когда это происходило, не сообщается, конечно, но результат очевиден. Дроны сбиты, Skynex работает. Эта установка поступила в Украину из Германии всего полгода назад. Новейшее оружие от концерна Rheinmetall уже показало, что способно сбивать беспилотники на скорости и производит до 1000 выстрелов в минуту. Дальность до 4 километров. Идеально для борьбы с шахедами и другими беспилотниками ближнего радиуса. Skynex — это фактически младший брат знаменитого Гепарда, только более автоматизированный и современный. Ну и, судя по всему, с каждым днем он все чаще доказывает свою эффективность в украинском небе. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.